Привет, я София, и сегодня я хотела бы поговорить о косметике. И это своего рода, знаете, несколько связано с двумя предыдущими видео, потому что, наверное, с того момента, когда я получила эту косметику и начала ей постоянно пользоваться, и начали происходить какие-то изменения внутри меня, это, конечно, может быть звучать несколько глупо, но в какой-то мере это послужило триггером, чтобы начать вообще задумываться о своей жизни дальнейшей, и вообще о том, как я к себе отношусь. Не знаю, вот такой неожиданный фактор, который сподвиг вообще на все остальное, и вообще появился этот канал и так далее. А второй момент это, я знаю, что многие знают про компанию 82box, и я думаю, что те, кто будут из вас смотреть, в курсе уже, либо специально ищут обзор, и хочется и одних познакомить, а других дать информацию по боксу, стоит покупать, не стоит покупать, в общем, как-то ответить на эти вопросы. Для тех, кто не в курсе, я немножко расскажу, что компания 82box это не производитель косметики, это компания в Южной Корее, в городе Сеул. Она основана русскими двумя девушками, и они общаются с производителями корейской косметики. Таким образом знакомят нас, всех покупателей, с настоящей корейской косметикой, потому что на рынке СНГ много такой косметики, которой на самом деле в Корее нет. И второй момент – это выгодно производителям, потому что кто-то из них выходит на международные рынки, кто-то хочет познакомить с конкретно каким-то продуктом. То есть они таким образом какой-то лимитированной партией охватывают новых покупателей, да, знакомят с продуктом. Эту косметику нельзя купить когда угодно, то есть происходят продажи в определенные дни, и продажи делятся на закрытую и открытую. Вот тот бокс, о котором я хочу сегодня рассказать, это весенний бокс. Он был куплен на закрытой продаже и в открытую не появился. Но недавно мне пришел бокс декоративной косметики, и там была открытая продажа. И, насколько я знаю, осенний бокс уже будет опять уходовый, и я так поняла, что, скорее всего, открытая продажа будет. На закрытую можно было записаться, но, к сожалению, уже запись закрыта. За этой информацией лучше следить в соцсетях этой компании 82box. Там объявляют о днях, когда открыта запись. Сейчас расскажу про саму косметику. На сайте 82box можно скачать вот такую инструкцию. Это как раз относится к весеннему боксу. Такая зеленая коробочка с зайчиками была. Я ее купила с доставкой в Сингапур. Сюда доставка платная, в отличие от России. Вам, конечно, повезло больше. То есть сюда стоила доставка 2500 рублей. Бокс в себя включает уход за кожей в 4 ступени. Первая ступень – это очищение. Это что-то вроде средства такого немножко 2 в 1. Если использовать его с водой, то это будет как гель для умывания. Если на сухую кожу или практически на сухую кожу, то это такая кислородная маска, кислородный гель, который, когда вы наносите, немножко пенится, и такие вот пузырьки у него лопаются кислородные. Очень приятное ощущение для кожи создает. Я пользуюсь им практически на ежедневной основе, и, как видите, средство с весны еще очень прилично осталось. Второй этап – это подготовка кожи, и здесь средство, которым я довольна на просто 1000%. Это тонер. И у меня была такая проблема, что в период ПМС у меня появлялись прыщи, подкожных очень много было вот в этой области. И они такие были болючие, неприятные, и их было очень видно. И я стала пользоваться средством, заметила, что их стало гораздо меньше. Если все-таки появляются, то я прям точечно в течение дня несколько раз наношу это средство на покраснение, и оно не раздувается, то есть оно как бы проходит.
Вот. И, в общем, мне очень нравится. Даже мне вот недавно я пыталась отстирать пятно мазута от брюк своих. И, в общем-то, очень усердно терла и стерла себе 2 пальца. И нанесла средство тоже, наносила несколько раз, и мне кажется, зажило довольно неплохо. Ну, так вот, на следующий день уже не болело. Мне кажется, если бы без него было бы гораздо хуже. В общем, я им очень довольна, и если он у меня закончится, я обязательно куплю это средство еще раз. И что касается умывалки, в принципе, тоже она нормальная. Она, может быть, чуть-чуть стягивает кожу, если не нанести крем. Вот. Но в целом, как бы, мне нравится, как она очищает. Вполне себе неплохо. Следующий этап – это основной уход. Сюда входит сыворотка. Не могу сказать, что какое-то супер волшебное воздействие она оказывает. Ну, сыворотка и сыворотка. Просто приятная сыворотка. Нет никакой неприятной отдушки. Очень, нравится мне, как потом я аппликатором каким-нибудь массаж могу поделать. В принципе, не могу сказать, что она какое-то неизгладимое впечатление на меня оставила, но в целом неплохо. Потом я наношу крем под глаза. Я бы сказала, что скорее он подходит для сухой кожи, либо зимнего периода времени, зимне-осеннего, может быть и весеннего, потому что я живу в очень влажном климате, и он как будто бы тяжеловат для этого времени. Ну вот лето, к примеру, да, жаркого, то есть здесь у меня все время жарко лето, вот, тяжеловат. Но я научилась настолько микроскопическую долю выдавливать, что в целом супер-супер-супер тонким слоем его наношу. И, в принципе, неплохо. Но мне кажется, он был бы лучше в другом климате все-таки. Не в экваториальном, не тропическом. Следующий этап – это, по сути, дневной крем. Тоже неплохой крем, но я не могу сказать, что как-то уж волшебно он действует. Опять же, насчет увлажнения тоже сложно сказать, потому что я живу в повышенной влажности, и нужно, наверное, протестировать этот крем где-то еще. Вот. Но он не дает никакой липкости, излишнего блеска, стянутости. В общем, нормальный крем. В этом же шаге есть ночной крем. В принципе, он у меня уже практически закончился. Мне нравится тем, что, несмотря на то, что он такой, как бы, консистенции, как будто бы жирненький, его наносишь, когда после умывания вечером и чувствуешь, что он прям так питает, в то же время он не дает никакой ни жирной пленки, ни утром бывает, знаете, после ночного крема такое неприятное ощущение на коже, что прям нужно еще раз умыться с какой-то умывалкой. То есть вполне нормальный крем, я им, в принципе, довольна, мне нравится. И четвертый этап – это защита от солнца. Здесь входит бальзам для губ с SPF. И в целом я никогда не понимала, зачем это нужно, пока не съездила в Австралию. Вот там у меня первый раз в жизни сгорели губы. И, в принципе, увлажняет он неплохо, но насчет SPF, то есть это прям ядерное солнце реально нужно, чтобы прочувствовать это в обычной жизни. Я не знаю, просто надеюсь на то, что это полезно в какой-то степени. Вот, и сам SPF. Он в целом неплохой, действительно защищает от солнца, то есть не сгорала я с ним, нормально работает. Единственный момент, что он все-таки дает блеск, но мне кажется, что он не создает пленку, и с ним, бывает, знаете, с SPF сильно потеешь, вот как-то вроде бы нет, нормально. И я хотела сказать, что это, конечно же, никакая не реклама, потому что, мне кажется, эта компания вообще не нуждается в рекламе какой-то дополнительной. У них все хорошо с продажами, их боксы разбирают вообще мгновенно. Поэтому просто хотелось именно поделиться с вами, дать информацию тем, кто ее искал. Я в целом довольна боксом оказалась. И наверное, бы купила его еще раз, но насколько я знаю, что в осеннем у них как
что они повторяются, я так понимаю, боксы, да, и в осеннем, скорее всего, будет другая косметика, но, по крайней мере, вы будете иметь в виду эту, и если она встретится еще раз, то тоже будете иметь представление об этих продуктах. И мне кажется, из-за того, что я купила еще потом декоративный бокс, то можно сказать, что я доверяю пока этой компании, и мне нравится то, какую они подборку делают. Если вам будет интересно, я могу сделать обзор и на декоративный бокс. В принципе, тоже, мне кажется, интересно он получился. Вот. Значит, приходит эта косметика в такой классной розовой коробке, и внутри лежит непосредственно упаковка самого бокса. Коробку я вам сейчас покажу, но это не от того бокса зелененького, это от как раз декоративной косметики. Я оставила специально, чтобы вам показать. И внутри, получается, все продукты упакованы в свою упаковку, и есть еще какие-то приятные штучки. Например, был брелок, значок. Ветер сейчас, извините. Сегодня у нас, слава богу, ветрено. Небывалое что-то. Получается, была там открытка, брелок, значок. Еще, кстати, я забыла добавить, что там было 2 одноразовые маски для лица. Про них ничего не могу сказать. Маски, одного раза недостаточно, чтобы сделать какой-то вывод. Они были приятные, удобные, но какого-то вывода я не смогла сделать. Просто приятное дополнение, я считаю. И еще в наборе шла варежка, я вот сейчас ставлю видео, она идет вывернутая, ее надо вывернуть швом внутрь, надеть на руку. И вот тут я не поняла. В рекомендации давалось, что на распаренную кожу после душа нужно просто тереть этой варежкой. И, честно говоря, я не знаю, как правильно ей пользоваться, я не поняла. У меня ничего не работает. То есть, что должно происходить? Должна скатываться кожа. В общем, какое-то должно типа пилинга происходить, но я не понимаю, ее надо чем-то типа пропитывать или просто надо сухой варежкой тереть, по сухой коже или по влажной, потому что по влажной она намокает и как бы ничего не происходит, по сухой тоже вроде ничего не происходит. В общем, если кто-то знает, как пользоваться этой варежкой правильно, пожалуйста, напишите мне в комментариях, буду очень признательна. На сегодня все. Было вот такое небольшое видео, и те, кто ждут видео с весом, оно выйдет следующим. Я поеду взвешиваться 7 числа, и 8 запишу вам видео, и вскоре после этого выложу. Увидимся в новом видео. Пока-пока.